Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если мы как раз давайте допустим альтернативные варианты развития событий, то тогда и подсказки для нас будут. Переворачивается карта, пятерка пентаклей. Это либо решение вопросов, вы можете ими заниматься, связанными с финансом, либо по этой карте идет, знаете, холодность в отношениях, может быть, у кого-то в личной жизни. Ну, вот что-то либо тормозится, либо какой-то момент неопределенности. Нам хочется решить один из вопросов, либо по деньгам, либо по личной жизни. У кого-то и то, и другое вместе. Причем у кого-то это будет сопряжено с поездкой или с каким-то перемещением, мои дорогие, или, может быть, уход человека от вас, или вы допускаете, что человек может такое осуществить, или может принять какое-то основное, такое очень важное решение, которое не подлежит пересмотру. Может быть, это и для вас какая-то патовая ситуация, из которой вы должны выйти или найти вот этот выход. И по восьмерке кубков мы как будто его ищем и находим. Или принимаем Соломоново решение, или буквально выходим сухими из воды. Для того, чтобы свои какие-то позиции сохранить. Но, видимо, это будет все для вас более чем актуально. Может быть, какой-то вопрос в личной жизни, правда, для вас может преобладать на этой неделе. И нет пока какой-то точности, ясности. Либо это зависит от вас самих, и вы не определились, либо это может зависеть еще и от человека, который тоже где-то берет паузу. Может быть и так. Ладно, давайте идем дальше. Кому-то, возможно, это важно услышать. Мы же зададим основные вопросы. Что важно знать, неожиданности, что скрыто на неделе, как видят карты. Для вас, мои дорогие близнецы, что важно знать, чего не избежать, неожиданности, чему сейчас не время или что вам может помешать, что вам будет помогать, что скрыто, чему вы можете не придавать значения или от вас скрывают. Дела, работа, бизнес, энергии смотрим, энергия денег, финансы, личная жизнь. Что же будет важно? Карта отшельника выглядит именно так в этой колоде. Какой-то ваш план должен продвигаться, хотя, мои дорогие, для кого-то из вас это вы можете захотеть дистанцироваться от конкретных людей, от конкретного вопроса. Чем-то вам не захочется заниматься. Или это старший аркан, всегда влияют обстоятельства. Обстоятельства сложились таким образом, что я не хочу в чем-то участвовать. Может быть и так. Это карта философа, к которому обращаются за советом, к вам могут обратиться, чтобы решить какой-то вопрос или просто получить хотя бы как консультацию, как у эксперта, может быть, или как у человека знающего. Может быть, вы уже сталкивались с подобными вопросами, и здесь какое-то будет взаимодействие. Для кого-то из вас будет просто желание отшельник, когда я хочу, чтобы меня все оставили в покое. Я хочу где-то или отдохнуть, или, уединившись, заняться своим проектом. Вот, знаете, по отшельнику самое главное, мы должны осуществить то, что важно для вас, мои дорогие близнецы. И даже если вокруг обстоятельства как-то, какую-то турбулентность создают, то все равно следовать своему пути. Вот чего-то не отменить, может быть, под воздействием советчиков или складывающихся обстоятельств, что, как-то приходится пересмотреть план, или, может быть, по какой-то финансовой ситуации. Все равно вот мудрое продвижение вперед, это как будто важно знать. И у нашего отшельника, это в любой колоде Таро, есть фонарь. Это прообраз интуиции. Интуиция – это не что иное, как тандем нашего интеллекта и уже пережитого опыта. Но не тот, который опыт еще с эмоциями связан, а тот, который уже рациональный. И когда мы это
два вот этих вот направления соединяем, мы очень правильные, мудрые решения принимаем. Вот у вас такая неделя, вот это важно знать. Давайте в неожиданностях откроем. Туз жезлов, есть желание. Когда есть желание быть с конкретным человеком, или есть желание осуществить свой проект. Или когда, как собственный инсайт, если вы человек творческий, это может какое-то вдохновение посетить как импульс, и вы понимаете, что да, вот мне нужно именно в каком-то в этом ключе, может быть, заниматься или продолжать какое-то ваше творчество, или в каком-то деле участвовать, может быть и так. Это карта возможностей в первую очередь, и здесь те возможности, которые для вас где-то неожиданны, и важно будет их увидеть. Почему? Потому что те самые возможности к нам приходят часто совершенно не так, как мы их ожидаем. И, может быть, вы планировали что-то одно, а придется вносить коррективы. Но у вас достаточно сильная, мудрая позиция что-либо осуществить. Давайте узнаем, каким же образом, чему сейчас не время, нулевой аркан. А тут не время риску. Милый котик, посмотрите, гоняется за бабочкой, а в это время он думает о чем-то вообще другом. Он себя представляет на теплой, мягкой подушечке рядом с миской молока, а на самом деле он на краю пропасти. Не просчитаться, не ошибиться, но где-то не лопухнуться, правда, мои дорогие. То есть быть предельно внимательным, вот, наверное, как этот философ, потому что контроль как над той реальностью, в которой вы присутствуете, да, над материализмом, и вместе с тем не делать что-то на автоматизме будет важно. Вот этому не время, как, знаете, надеяться на его величество, счастливый случай. Или где-то уходить ментально в представление, да, думать об одном, делать другое. Здесь себя сохранять себе какой-то план, даже если придется скорректировать, но не во вред себе, мои дорогие. Давайте, что же будет помогать. Не время, может быть, новых начинаний, у кого-то это может быть, знаете, если через отношения, буквально надеяться, может быть, что новое знакомство будет иметь какое-то продолжение наверняка, или то, что начинается у вас сейчас, строить какие-то далекие планы, вот как этот милый котик, да. Здесь еще тысячи неопределенностей. А что будет помогать ваша позиция, это у нас такой паж мечей, правда, мои дорогие. Ничего, кроме правды. Рационализм, логика, поиск нужной информации, поиск истины, и как будто мы ее находим, мы сумеем разобраться, вы, мои дорогие близнецы, сумеете уравновесить какие-то противоречия или быть верным самому себе, или, может быть, если для кого-то это актуально, допустим, вам нужно узнать, как работает в вашем отношении закон, или как создать тот или иной документ, подписать, оформить там, да, вот часто по этим картам проигрывается, когда мы ходим по инстанциям, какие-то бумаги собираем, оформляем, что-то согласовываем, и где-то вот эта реальность и логика, холодные мысли, это все нам помогает. Ну и свежая голова. Ну, не замечтаться вот лишь об этом, нам говорят карты. Совершенно противоположные энергии, нежели по нулевому аркану, помогают. Что скрыто? Это у нас так выглядит королева жезлов. Может быть, есть действительно человек, который очень вам интересен. И по этой карте люди проходят, которые обладают магнетизмом. Нам хочется с ними дружить, нам хочется общения. Может быть, это ваш такой человек. Кстати, это тот, может быть, человек, которого вы держите в тайне, вы не рассказываете о нем никому. Может быть, где-то и человек что-то от вас скрывает, какой-то свой план. Ведь королеву жезлов отличает что? Как бы ее, ну, не ставила на колени судьба, она всегда поднимается. Это очень сильная позиция, и сильные люди пойдут по этой карте. Может быть, есть такой человек, о котором вам хочется как и знать побольше, и общаться с ним тоже хочется, но почему-то вот сейчас, да, как-то складывается ситуация, обстановка, что-то не получается, или как будто нужно какие-то ваши действия скорректировать. Может быть, по этой карте это не важно, что у нас королева выпадает, меня смотрят мужчины.
Это могут быть и ваши какие-то задумки, или девочки меня смотрят. Это ведь может быть и, опять же, как бы мужчина, да, мы просто говорим про энергетику карты. И умение хранить молчание, умение быть где-то, ну, таким притягательным, это тоже от вас будет зависеть, потому что у вас сейчас достаточно сильная позиция. Может быть, уметь хранить секреты свои собственные, чтобы кому-то не проболтаться, например, как идею вашу не проговорить, а в последующем эту самую идею кто-то возьмет на вооружение и из этого создаст. Ну, даже бизнес, почему нет? По-разному может быть. Поэтому, когда мы где-то себя оберегаем, не рассказывая себе слишком много и свои планы, когда мы не делимся, когда мы не слушаем советов посторонних, это для нас все означает укрепление позиций. Ну, вот как-то так. Давайте мы узнаем дела, работа, бизнес, король кубков. Знаете, вообще отчасти эта карта где-то как великий манипулятор, потому что король кубков очень удачно переключается между вопросами материализма и чувств, может быть, семейной жизни. У кого-то по этой карте так и проходят, может быть, вопросы, связанные с вашими партнерами по браку, с кем вы вместе проживаете, или вопросы, связанные с наследством, мои дорогие, с родственниками. И есть тут и материализм, но есть, видимо, и чувства. И где-то вот между этими ипостасями вам придется решать какие-то дела, что-то согласовывать и переключаться. Там, где вопросы касаются реальности и какой-то прагматики, значит, там нет места эмоциям и чувствам, с чем-то не просчитаться. С другой стороны, там, где чувства, не стоит быть слишком жестким. Ну, вот где-то в целом так. По сути, манипулирование, мои дорогие близнецы, и переключение между вот такими энергиями, тогда нам говорят, нет ничего невозможного. И у нас вверху карта туза жезлов, вы правда сможете осуществить какое-то свое намерение. Даже, может быть, на первый взгляд оно какое-то невероятно сложное, но у вас получится. Главное, где-то не замечтаться, понимаете, но и не думать, что если я отойду сейчас от дел, какой-то вопрос решится сам по себе. Нет, участвовать как будто придется, что-то согласовывать. Финансы, подвешенная ситуация, еще один старший аркан. И, знаете, тут нельзя проблагодушествовать и нельзя оказаться, может быть, по финансам, словно в подвешенном состоянии или в состоянии зависимости, когда вы на что-то согласились, а потом посчитали и поняли, елки, а мне туда не надо. Поэтому быть вот таким философом, тоже холодная карта, кстати, которая нам дает правильно оценить, как предложенные, услышанные новости или свою какую-то стратегию, тактику разработать более конкретно. У кого-то из вас могут задерживаться деньги в получении. Может быть, вы предвкушаете что-то, да? Это могут быть вопросы любого плана. Может быть, и в банках есть какие-то вопросы задержек с переводами, например, денег, да. Может быть, имущество, недвижимости, потому что все же мы смотрим на финансы, и то, что имеет материальную ценность, здесь тоже как будто может становиться на паузу. Но карта говорит, если пауза возможна, вряд ли вы на нее повлияете. Есть какой-то, ну, как дистанция по времени. Это старший аркан. Опять же, влияют обстоятельства. Что-то мы не можем изменить. Но и просчитаться за этот период, думая, что, да, какой-то вопрос, как будто не делить шкуру неубитого медведя. Вот подобная ситуация может проиграться у кого-то из вас конкретно. Два старших аркана где-то приблизительно о такой позиции и говорят. Будьте, правда, прозорливы, не согласитесь, как будто, может быть, на то дело, как вложение, а вы предполагаете, что вам поступят какие-либо деньги, а деньги не поступят, и вы можете словно вот в какой-то зависимой ситуации и оказаться. Личная жизнь. Ну, так или иначе, вы решите все вопросы. Тут не совсем нам про любовь, вообще ни разу не про любовь. Это карта эгоиста, как я ее называю, или когда карта самодостаточности, когда я доволен, и мне, по сути дела, никто не нужен. Видимо, с какими-то тонкостями, шероховатостями, или даже, пусть не все идет
на 100%, мои дорогие близнецы, так как вы продумали себе, но осуществить желаемое 1001 способ. И поэтому это карта достижений, когда мы рады тому, что у нас есть, когда у нас все под контролем, когда я уверен в сегодняшнем дне и в завтрашнем дне. Безусловно, это карта материальных благ и не только достижений, это больше баланс. И вот эта самозначимость, самодостаточность, где-то самодовольство собой. Почему я сказала карта эгоиста? И мне никто не нужен. Вот очень странно, но, мои дорогие близнецы, посмотрите, ведь у нас карта отшельника, она ведь тоже говорит, отшельнику никто не нужен. Он идет вперед по своей программе. И, может быть, вам захочется вот эту сильную позицию как будто удержать. Для кого-то из вас это даже может банально захотеться, может быть, съездить вот так, как будто побыть в удалении от какой-то суеты, словно дистанцироваться от мира на какой-то период времени, чтобы привести мысли в порядок. Или обстоятельства так складываются. Но в этом есть всегда риск, поскольку это позиция на любовь, а тут как будто важна вовсе не любовь, а какой-то материализм. У кого-то просто проиграются дела, работа, бизнес, они как будто сейчас, или финансы в центре внимания. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.